Каждый человек хотя бы один раз в жизни попадал в ситуацию, когда, просыпаясь, не смог встать с кровати. Тело как будто парализовано. Дышать трудно, а вокруг виднеются незнакомые вам силуэты. Ответ только один. Новогодние праздники. Всем привет, меня зовут Топа, и представьте, что я сказал все то же самое, только без шутки в конце. С этим сталкиваются очень многие, и, скорее всего, даже ты. Да, это связано с паранормальными явлениями, и это называют... Вы наверняка привыкли к тому, что я объясняю вам природу каких-то паранормальных штук, и этот раз не будет исключением, уж поверьте. Я бы даже сказал, что это очень важный выпуск, ведь именно он позволит нам в дальнейших видео объяснить многие пугающие вещи. Так что слушайте внимательно. Разумеется, многие из вас могли об этом слышать, но моя задача — сделать самый полный разбор, рассказать то, чего не рассказывали другие, и донести информацию совершенно до всех, ведь по сути, каждый из вас в опасности. И я не шучу. Судя по исследованиям, примерно 8% всего населения хотя бы раз испытывали это чувство. Но для тех, кто не понимает, о чем речь, сначала поясню. Если вкратце, то сонным параличом называют состояние, когда вы, проснувшись, не можете пошевелиться никак. Ваше тело уже не ваше тело, но это далеко не все. Для этого выпуска я очень хотел подобное испытать, чтобы максимально понять, о чем говорить, но у меня ни хера не вышло. Хотя, может, это и к лучшему. Очевидцы описывают эту картину не как то, что хочется увидеть. Представьте, что вы проснулись и прекрасно понимаете, что в комнате кроме вас находится кто-то или что-то, чего тут раньше не было. Вы хотите повернуться и посмотреть на то, что вас так пугает, но вы не можете, потому что ваше тело не слушается. А что, если вы уверены, что ночью вас что-то поднимало в воздух? Вряд ли после такого вас легко будет переубедить в существовании паранормального. И это еще полбеды. А теперь представьте, что вы просыпаетесь. Вы видите их, слышите их, чувствуете их. Вы задыхаетесь, как будто кто-то сильно давит на вас. Но вы не можете позвать на помощь. Вы физически не можете кричать. И вот это реально пугает. Кто-то включает свет, и все пропадают. Вы можете двигаться и говорить, но вы никому ничего не докажете. Теперь только вы знаете, что с вами произошло. И поверьте, вы никогда этого не забудете. Да, дела. Думаете, это, как всегда, выдумки каких-то психов с паранормальных форумов? Хрена лысого. По статистике, 57% людей, которые сталкиваются с сонным параличом, видят в комнате чье-то присутствие. И зачастую это присутствие нечеловеческое. Ну, подумаешь, кошмар приснился. Как бы не так. И вообще, вы неправильно понимаете слово «кошмар». Достаем двойные листочки. Ща будет диктант. Мать твою. Для вас кошмар — это просто страшный сон, не так ли? Только вот этимология слова несколько иная. Это изначально французское слово и правда означающее плохой сон. Только вот появилось оно достаточно поздно, в 1833 году. Покопавшись, я нашел, что у этого слова был совершенно другой смысл. Если найти цепочку, то можно отследить, что слово «кошмар» произошло от старофранцузского «кокмар», которое использовалось еще в XIV веке и обозначало злого духа, который душит спящего человека. Да и сейчас, получается, это слово состоит из нужных компонентов, только никто не понимает их смысла. Старофранцузское слово «нажимать» и старонидерландское слово «мара» — это буквально демон, который катается на тебе ночью. Теперь, когда вы будете видеть английское слово «nightmare», вы будете знать, что изначально это ночь и демон Мара. Ночная Мара. По поверью, совершенно неважно, закрыты ли у вас двери или окна. Этот демон найдет способ проникнуть в вашу комнату. А все, что вам остается, пытаться дышать и надеяться, что он скоро уйдет. Бу нахрен! Надеюсь, двойной листочек теперь тебе пригодится. У меня самолет через час. Там уже расскажу, как старые поверья одних народов повлияли на культуру других. У очень многих народов встречается описание такого же существа, только выглядит и называется по-другому.
Вот, например, в Таиланде это призрак, сидящий у вас на груди ночью. Зовут Пхи-ам. И очень даже популярен здесь, ведь часто на это делают отсылку в здешних комиксах и фильмах. Где-то это ночная карга, где-то инкуб или суккуб, демон, который тебя еще оттрахать может, а где-то гномы или призраки. Здесь кто-нибудь есть? Ну а у нас это, как ни странно, домовой. Звучит логично. Если вы в деревушке у бабушки ночью увидите что-то маленькое, бегущее под кроватью, что вам первое придет в голову? Ты спишь, а он прыг-прыг со стола на пол. В Турции это джин Кабус или Карабасан. Да, джинны — это существа из фольклора, а не выдуманный Диснеем персонаж. Этот джин буквально терроризирует ваш сон. И да, люди действительно так считают. Не верите? Посмотрим, смогут ли вас переубедить мейл-ответы. Ко мне ночью приходил джин и душил меня. Что же делать? Я ожидал увидеть ответ, что нужно загадать желание, чтобы он перестал душить, но вот что я увидел. Я пишу серьезно. Пришло твое время выбирать путь. Это приходил сатана. Неважно, как он тебе представился, советую попросить прощения у Господа и призвать Иисуса. Хотел бы я, конечно, посмотреть на этот призыв. Есть инструкция? Надеюсь, сейчас вы поняли, что это не какие-то байки и шуточки в интернетах. Это реальная фобия реально у всех народов, которая пришла из рассказов, которым уже тысячи лет, включая время до нашей эры. Но клиническое описание как болезни произошло только в 1664 году, и вам нужно услышать этот научный трактат. Ночью, когда она спала, она верила, что дьявол лежал на ее груди и держал ее. Иногда ее душила огромная собака, или на ее груди лежал вор, не давая ей говорить или дышать. Не хотел бы я проснуться и увидеть, что на мне лежит вор. Пусть забирает, что хотел, и сваливает. Зачем вот это вот все? Да. В то время, если ты не мог что-то объяснить, то был только один выход. Сука. А если вы думаете, что все это осталось в тех бородатых годах, то как же вы ошибаетесь? Есть такая этническая группа хмонги. Сейчас они расселены в основном по Китаю, Вьетнаму, Лаосу и Таиланду. В конце 70-х многие бежали в США, и там у них зафиксировали то, что впоследствии назовут синдромом внезапной ночной смерти. Эти люди были молодыми, здоровыми, на первый взгляд, но вдруг ни с того ни с сего начали умирать во сне, без каких-либо причин, и даже вскрытие не могло помочь. Но что самое интересное и пугающее, они верили, что их преследует призрак Дап Цок, который сковывает их по ночам и убивает. Посмотри сюда. 1977 год. 100 беженцев в Хмонге умерли во сне, когда злое присутствие раздавило им грудь. И снова. 83 год. Таиланд. 230 человек умерли во сне. И ни один врач или долбанный психоаналитик не смогли объяснить эти смерти. Воу, звучит реально стрёмно. Если вы испытываете это чувство, то получается, что вы тоже в опасности. Фредди Крюгер уже идет за вами, детишки. Идет, чтобы рассказать, что, оказывается, идея Фредди Крюгера и была вдохновлена этими рассказами про внезапную смерть в Юго-Восточной Азии. Я, конечно, никак не ожидал, что даже этот фильм будет основан на реальных событиях, но что ж, теперь придется разоблачать. Да, на вид эти люди были здоровы, но это было идентифицировано как генетическое заболевание, связанное со многими факторами, касаемых сердца. Возможным катализатором может выступать и сильный стресс. А во что уж они там верят, в общем-то, плевать. Дело в том, что даже если бы они знать не знали, что это за демон такой, они бы все равно умирали. И я сделал такой вывод из исследования, в котором говорится, что предотвратить такую внезапную смерть помогает имплантированный дефибриллятор. Демон, значит, из ада пришел по твою душу, начинают тебя душить ночью, а потом смотрит, ёпта, это что, дефибриллятор? Все нахрен, отпуск испорчен, у него дефибриллятор, сука! Но главное, что даже сейчас, в современном мире, люди связывают это с демонами. То, что вы видели, было галлюцинацией. Чушь собачья. Это был призрак. Это была не галлюцинация. Ну, раз ученые смогли предотвратить злостные демонические ритуалы, то настало время рассказать, что никакого демона-то и не было. Ведь исследователям удалось вызвать сонный паралич у крыс. Это что получается? Люди смогли призвать демона-крысу?
Поздравляю с потраченным временем, зато вы услышали предысторию и факты, неприменимые в реальной жизни. Но настало время разоблачений. Если попробовать объяснить это с научной точки зрения, то оказывается, что это намного интереснее. Когда вы спите, ваш сон делится на две фазы. Медленный сон наступает сразу, как вы засыпаете, и его стадии длятся большую часть сна. Последняя стадия так называемый дельта-сон, самый глубокий. Сознание, считай, отключено, вас трудно разбудить, а если все-таки смогли, то вы реально будете похожи на дерьмо. Во время такого сна вы можете нести всякую чушь. Но ваши мышцы не парализованы, поэтому именно эту фазу медленного сна связывают с сомнамбулизмом или хождением во сне. Вы просто начинаете ходить во сне, потому что законом не запрещено. Подробнее смотрите вот в этом ролике. А вот фаза быстрого сна – это нечто потрясающее. Во-первых, у вас бегают глаза. Во-вторых, активность мозга больше, чем в другой фазе, в том числе и часть, ответственная за страх. А в-третьих, вам снятся самые яркие и запоминающиеся сны. А чтобы вы во сне никого не ушатали, пока будете отбиваться от огромной утки, у которой вместо перьев бензопилы, ваше тело как будто отключается. Не полностью, но вы не можете делать какие-то глобальные движения, типа перевернуться, потянуться и так далее. Некоторые могут, но это скорее отклонение от нормы. И вот как раз эту фазу связывают с сонным параличом. Это лунатизм наоборот. Вы вроде в сознании, но тела еще нет. Происходит слияние сна и бодрствования. Вы видите ветки в окне, но теперь это уже слендер с длинными пальцами. Ваше тело полностью под контролем вашего сна, даже дыхание. Видя эту тварь, вы хотите вдохнуть глубже, но ничего не получается. Вы чувствуете удушье и что на вас кто-то присел бесцеремонно, как на лавку у подъезда. Как и во время сна, внешние триггеры очень влияют. Подул ветерок? Значит, для вас это целый ураган. Кто-то шепчет? Наверное, это демон читает какую-то херню из преисподней. Логично? Логично. Выходит, сонный паралич – это не демон, а просто отклонение от нормального сна. И, разумеется, многих интересует, есть ли способы избежать этого. Были проанализированы все существующие исследования сонного паралича, и не обнаружено никакой связи его с возрастом и полом. Но ни у кого нет сомнений, что качество вашего сна еще как влияет. Мало и плохо спите, повышаете шанс встретить эту ночную шмару. Некоторые исследования говорят, что недосып или наоборот пересып тоже влияет. Также высока вероятность такого у людей с посттравматическим стрессовым расстройством, тревожным расстройством, депрессией и нарколепсией. А еще, если вы студент. Чтоб я сдох. Уже вижу, как у вас яички сжались, даже если их нет. Советов, как избежать, не очень много, но вполне возможно, что кому-то это может помочь. Обязательно нормализовать сон. Это, в принципе, в жизни должно помочь. А плохой сон связывают со стрессом, наркотиками и алкоголем, так что по возможности нужно этого избегать. Также зачастую это состояние начинается, когда вы спите на спине. Попробуйте разнообразить вашу жизнь и попробуйте что-то другое. Ведь сами подумайте, вам на грудь никто не сядет, если вы лежите на ней. А если сядут на спину, то это уже массаж. Приехал к бабушке в гости и ночевал. Перепил, конечно. И вот ночью проснулся и кричит: ой, кто меня душит, кто меня душит. А бабушка говорит: ты помнишь, вечером меня ругал? Это Ванечка пришел тебе, вразумил. А если вас прям это очень сильно беспокоит и вы боитесь спать из-за этого, то перестаньте смотреть об этом видосики в интернете. Вы чё? Нужна специальная медицинская помощь, и не нужно этого стесняться. Ну а если это происходит очень редко, то расслабьтесь, ваш мозг просто троллит вас. Все это идет от нескольких секунд до максимум нескольких минут. Ровно так же и лунатизм имеет свой предел по времени. Просто примите тот факт, что это не опасно. Никаких доказательств, что от этого кто-то умирал, нет. Разве что вы можете кукухой поехать, если будете уверены в том, что какой-то ублюдский демон пялится на вас, пока вы дрыхнете. Ты готова? Внимание! Души! 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 Давай! Да, я понимаю, многие из вас прошаренные ребятки с критическим мышлением и знали про сонный паралич. Но вы даже не представляете, что творится, допустим, у ваших родителей в голове или у еще более старшего поколения. В странах с другой культурой, например. За примерами ходить не нужно. В 2008 году мамаша зарезала свою 6-летнюю дочь жесточайшим способом. А все из-за того, что думала, что в дочку вселился демон. Знаете из-за чего? Из-за того, что та ходила во сне. Неосведомленность о природе лунатизма сыграла злую шутку. Зачем что-то знать? Бабушка же сказала, что это демон, значит демон! Сумасшедший. Эту историю я узнал из книги моего друга и ученого Саши Панчина.
Уже не в первый раз показываю. И что самое интересное, у меня куча книг с разоблачением паранормального, и только в этой есть про сонный паралич. Странно. Как по мне, это должен знать совершенно каждый, неважно, ребенок это или пожилой человек, верующий или атеист, плоскоземелец или ваша собака, все равно. Не стесняйтесь информировать окружающих, ведь это может коснуться каждого из них. Это что, речь? Да пошел ты, я стараюсь быть полезным. Даже в 1664 году ученые понимали, что это просто галлюцинация, которая объяснена с научной точки зрения. Но, к сожалению, не всем дано познавать новое, ведь и старое объяснение устраивает. А неплохо бы подвергнуть сомнению, в том числе и мои размышления. Обязательно напишите в комментариях вашу историю сонного паралича. Чтение комментов будет похлеще любого хоррора. Запасаемся двойными листочками, народ. Знаете, почему это было важно? Люди, испытавшие сонный паралич, с большей охотой верят во всякую паранормальщину. И есть даже мнение, что в разных культурах чаще его испытывают, потому что знают, что демон охотится по ночам. Хотелось бы верить, что предрассудки со временем перестанут существовать. Но верится с трудом. А к этому расстройству, как я и сказал, мы вернемся не один раз. Спасибо за просмотр. Evil man,